но очень сильно расстроилась, конечно. И вот здесь самый вкусный отдел. Вареный сахар. У меня такой бабушка раньше делала. Сахар вареный, как-то плавили с молоком или как-то 2,80. Помните, как раньше? Здесь лещ 8,50. Судак 16 евро килограмм. Сик 16 евро килограмм. Здравствуйте, мои хорошие. Тыры-тыры вам всем с побережья Чудского озера. Сейчас совсем поздно, уже 10 или 11, и возвращается муж и Кристина из города с очень плохими новостями. Подъехала машина, слышу. Идемте встречать. Моя золотиночка приехала, да, моя золотиночка. Приехали, мои хорошие, поздно. Была Кристина у врача, это я про плохие новости, антибиотики, друзья мои. Очень все вот это вот там кашель. Сейчас будем с мужем подробно разговаривать. В общем, со здоровьем плохо, очень. И нос, и ухо, и вот этот кашель, антибиотики. Муж, естественно, не приехал с пустыми руками. Обязательно тортик, что-то из пихлока кондитер вкусное привез. Он не может с пустыми руками, это мы с вами уже говорили об этом. Вот так, здесь у нас кондиционер, бальзам, интимное мыло. Так, здесь кихелины, запеканки творожные Кристине, сливки. И вы знаете, что я хотела вам показать и с вами поделиться еще одной вкусной для себя находкой. Может быть, кому-то это понадобится. Я не очень люблю брокколи, как бы вот когда на вареное, все, ну, так сами знаете, да. Вот, а здесь в Максиме салат из брокколи. Да, это молодец, пакеты нужны очень черные для помойки. Из брокколи салат с беконом. На альденте, это брокколи там, или почти сырая, ну, альденте, наверное. Семечки подсолнуха и бекон, и в каком-то майонезе, или что, ну, это такая вкуснота, ну, что это вообще невыносимая. Мы раз случайно попробовали, я говорю, что ради бога привези мне. Ну, вот, кихелина, хлеб, ну, мы же тоже здесь, как бы, вот сейчас все эти дни, мы тоже кушать надо. Ну, мало он привез, значит, не заказывали мы ничего. Вот это вот масло, девочки, да, топленое масло. Сливочное, изумительное. Вот на нем жарит, да, его везде. Творог Кристине, творожные запеканки, колбаски еще будем делать раз, шашлык, сливки, кефир. Ну, такого больше вроде я ничего не просила. Но это вот он уже сам тут. Какой-то пирожок, еще запеканки, апельсиновый сок, это Кристина хочет. Ну и, в общем, все. Да, и вот это вот шампуни нужны были. Кристина так тратит их, и льет вообще, вот льет как хочет. Ну, все, да. Ну и шашлычок армянский, это, да, без него никак. И еще я нашла здесь гель для лица, это Кристина покупала, ей нужно косметическое. Еще одно, да, вот это для помойки. Угу. Здесь у нас аптека, антибиотики, пробиотики. Ну, в общем, кошмар. Будем лечиться. И снова здравствуйте. Только недавно. Здоровались. Да. Да. Мама в своем амплуа. Да. И уже доброе утро. Вчера камеру так оборвала, потому что, ну, очень сильно расстроилась, конечно, из-за новостей таллинских. Ну, вот что у Кристины здоровье. Разбирали с мужем там антибиотики, пробиотики, венталин от кашля и ухо. Ухо придется промывать, долго надо будет размачивать. Ну, в общем, со здоровьем, да. Вот, а сейчас уже проснулись, но немножечко покатаемся. Кристина хочет подышать. Вот, конечно, с антибиотиками, наверное, так не покатаешься, да, но она хочет немножечко погулять, подышать. И наше любимое место, место силы, это озеро Садъярв, мы очень любим. Ну, немножко здесь вот так
Покатаемся, побеседуем, есть что обсудить. И, в общем, но я расстроена, если честно. Да, все эти таблетки, все, кофе попьем на заправке. Немножко так. Да, как-то, знаете, когда начинается что-то, начинается все, сваливается в одну кучу. Я не показала вам еще, да, вот в этом ролике, что еще одно расстройство. Я же красила окна и, в общем, разбила окно в бане. Там тейпировала, чистила. Затейпировала окна, и одно окно в бане треснуло. Я страшно расстроилась. Оно старое очень. Надо будет новое вести. В общем, краска полуматовая для окон, дверей. Сейчас с вами покрасим. Ужасно расстроилась из-за окна этого. За стекло. И очень сильно расстроилась. Вот эти все дни, вот я сейчас камеру не брала, роликов не было, там день или сколько. Я красила окна, баня, туалет и кухня. У меня не крашена вся внутренняя часть, а рамы у нас двойные, перемычки вот эти вот. Ну, то есть там много чего надо делать, тейпировать и так далее. То есть, ну вот красила. Красила и расстроилась. Ну, поедем, покатаемся, развеемся, поговорим. У меня еще встреча сегодня. Тоже важное, так что посмотрим. Может быть, все-таки все образуется. И... Антибиотики вроде бы там недолго, дня 3, но тем не менее этот кашель, он, как она была с ним, так и есть. И какой-то он как будто глубокий, куда-то туда уходит. И ухо, и нос, в общем. Мы с вами на Circle K напротив Бабы-Яги, где продается рыба копченая. Но почему-то всегда знаю еще про один магазин с копченой рыбой и с сырой. Вот здесь рядом дверь с заправкой. Почему я сюда никогда не захожу, я не знаю. Меня сюда морально не пускают. Сегодня захожу. Все, хватит. Ой, здесь и лук чудской. Здесь можно платить только наличкой. Лук вот такая косичка, или как это назвать, 3 евро стоит. Это чудской лук. Пепси, сипул. Это очень здорово. Очень много разной заморозки. Замороженное филе судака в пивном кляре. Да, рыба Чудского озера. Вот кому интересно, становите, посмотрите. Тут и на русском языке тоже есть. А это, смотри, филе судака в пивном тесте. Видал такое? Так, здесь консервированная лещ в домашнем маринаде, щука. По 4,50 пол-литровые такие банки. Окуни домашние по 6 евро ведерки. Иван-чай по 3 евро. Так, это все собирается на хуторах. Да, лохусю. Здесь что-то красивое, памятное. А это кожаные, вот такие, как кошель. 55 из настоящей кожи. Ну что здесь еще есть? Сливовый сок с добавлением сахара. Все соки по 4 евро, маленькие бутылочки. А здесь тещин язык, варенье из тыквы с лимоном по 3 евро. Вот, а это лещ. Лещ в томате, лещ в маринаде, котлеты. Котлеты. А это мармелад из черной смородины. Как трубочки, 8 евро. 100% натуральный, без добавления сахара. Только наличка евро 30. Здесь котлетки из щуки и из судака евро 60. В тесте окунь. В тесте судак 16 евро, 14 евро. И
судак такой, как рыба, ну, хрустящий. А это филе судака жареное, 17 евро килограмм. Мед килограмм 10 евро. Чеснок эстонский 12 евро. И вот здесь самый вкусный отдел. Вареный сахар. Мне такой бабушка раньше делала. Сахар вареный. Как-то плавили с молоком или как-то 2,80. Помните, как раньше? Так, и здесь копченая рыба. Значит, жареный филе леща 5 евро. Один кусочек. Шейки судака 7 евро. Это у нас кто? Вот, судак 16 евро килограмм. Стандартная цена, нормальная, как везде, к тому что. Окунь копченый 11 евро. И лещ 8 евро. Сиг, здесь сига не вижу. И не вижу щуки. Вот. Ну, здесь такой поменьше выбор копченый, но зато другие интересные очень рыбки. И платить здесь только наличкой. Ну и, конечно, эстонская вязка. Здесь можно приобрести эстонские, вот ручная работа 12 евро. Вот такие носочки, картина, алмазная мозаика. Вот такие 15 носочки. Очень красивые, конечно. Все ручная работа по 15 евро. Да, и картины вот алмазной мозаики. Тапочки какие-то еще. В общем, такой симпатичный магазинчик. Детские по 7 евро хорошенькие. Так, мы идем кофе пить. Гнезда ласточек опустили. Все. Да. Блин. Так, Кристине, конечно, блины с вареньем. И 3 рапа. В общем, набрали мы кофе. Напихали туда всего. У меня канги капучино. Что? Мы не сговаривались. Взяли один и тот же кофе. Какой надо сделать выбор? Ну, мне такое впечатление, что мы знакомы. Как минимум давно. Хуже, чем знакомы. Хуже, чем знакомы. Там тебе все. А у меня ванильный, по-моему. Ванильный, да? Да. А у меня соленая карамель да. И шоколад я тоже насыпала по-твоему. А давай попробуй мое, а я так твое. Все кофе вообще-то мужского вначале рода. Все пьем твое, а потом каждый свое. Да, каждый свое. Сладко у тебя очень. Карамель чувствуется. И вот эти вот рапы. Говяжьи котлеты. А маме с собой, ванильная, да? чтобы ей не скучно было и не грустно, взяли пирожков с мясом. Не обидно. А как? Чтобы было не обидно. Не обидно. В общем, какие-то здесь суйца, бекон. Ну, хорошие пирожки. А то ей там... Берешь 3, платишь за 2. Да. Один кофе, кстати, вышел бесплатно, потому что мужу карточку. У меня, кстати, тоже там карточка клиента. Или 5 или 6 кофе бесплатно. Да, один кофе нам бесплатно, потому что там какая-то компания. Я никогда ее почему-то не пользуюсь. Почему? Не знаю. Ну, людей очень много. Очень. Просто в очереди стоишь. Кристине это вот зубы чистить, брекеты снимать, эти лайнеры, в туалет там километр. Сюда приезжают автобусами, видимо, экскурсионные, может быть, отсюда едут, знаете, по Южной Эстонии, вот Такепера, из Сталина даже, я знаю, за рыбой там, ну, в каком. Мы хотели взять еще двойные, как это? Топель. Топель, а что-то я не поняла. Долго очень ждать, что ли? Да, почему-то много ждать, странно. Может быть, там другая техника приготовления. Ну ладно. Хорошего вам всем дня. Солнышко в душе, на небе и вообще. У людей у всех хорошее настроение.
А мы уже с вами приехали на Саад-Ярв. Ой, я здесь параллельно занимаюсь делами. Потом вам все объясню. А то какие-то, получается, странности, куда-то все ездят, что-то делают. Ой, а здесь что-то берег появился, не было? Или мне показалось? Здесь очень любят ездить, кататься на этих досках. Но как же они опять называются, забыла я. Напоминает мне суп. Вот, а их, наверное, здесь можно арендовать, что ли? Да, и вот здесь люди в гидрокостюмах. А, это, наверное, здесь жижа такая. Я думала, это берег. Да. Место силы. Обожаю. Здесь всегда ветер. Вообще здесь купаются тоже. Вот здесь можно спуститься. И вот на парусниках. Ну, купаться. Кристина кашляет. Исключено. Муж, кстати, тоже что-то подкашливает. Все какие-то кашляют. А вообще это очень красиво. Озеро Саад-Ярв. Там прям дно видно. Здесь хорошо. Но я не купалась ни разу. Каждый раз мы приезжаем, типа, ой, ветер, ой, что-то. Как-то не знаю. А люди купаются. Да. Здесь недалеко зоопарк Элиствере. Спасенные животные. В природе там медвежонок остался без матери, там еще что-то. Вот их забирают в зоопарк. Такой, скажем, зоопарк не в классическом понимании, элистверский. Потом здесь Вутила парк с горками, с разными играми для детей и так далее. Все под открытым небом. Эти горки, бассейны, аквапарк. Аквапарк, да. Тоже были мы там. И в Элистверском зоопарке были там. И были мы еще с вами, как же это называется, центр ледникового периода. Тоже здесь, под Тарту находится. Тоже мы с вами там были. Постараюсь ссылочки оставить, если, конечно, не забуду, в описании видео вот этих 3 мест. Здесь очень интересно. Есть что посмотреть. На таком отшибе, грубо говоря, вот так вот лес и все, и вдруг стоит огромный, шикарный, современнейший центр ледникового периода. Огромный мамонт, чучело там, или как он там сделан. В общем, очень интересно, да. Познавательно, очень много интерактива. Для детей познавательно, и для взрослых тоже огромное здание. И кафе там, конечно, и все такое. Вот здесь люди купаться все-таки приезжают. А что-то нас не тянет. И рыбку тут кто-то ловит. Что-то подванивает тут. Да. Как-то подванивает. А вон здесь дно. А, камешки там, да. Красиво здесь, очень. Такие пейзажи, ну вы что, смотрите, и березки, и все так. А вы знаете, что я вам хочу сказать, что лес начинает буреть. Если сейчас мама услышит эти слова, она начнет, говорит, начинается, Яна, вот как будто желтенькое тут там, березки как будто начинают, бурый он такой, вот не такой зеленый, как наши тут что-то. Муж с Кристиной что-то беседует. Вот здесь информация про озеро Саад-Ярв. Lõuna-Eesti, это Южная Эстония. Вы стоите на берегу одного из самых необычных озер Эстонии. Озеро Саад-Ярв. Саад-Ярв – крупнейшее озеро Voorema. Его длина 6 километров, а ширина 1,8 километра. Площадь озера 707 га. Дуб, правильно. Это дуб. Я подошла, говорю, что и кот ученый, там золотая цепь на дубе том. Смотрите, как эти ветви дуба прямо касаются. Там, кстати, написано чистота воды
из 3 звездочек 3 звездочки. 3 звездочки из 3 очень звездочек. высокое качество. А лучше 3 звездочки это хорошо. Да. А лучше 4 звездочки. А лучше 5 звездочек. Рябина. Да, рябина действительно уже оранжевая. И здесь рамка National Geographic, чтобы сфотографировать вот эту нереальную красоту. Не будем ограничивать себя никакими рамками. Да, не будем ограничивать себя рамками. Это правильно. Вот такое местечко. Ну, а мы с вами едем дальше. Нам еще по делам. Мы уже поедем на дачу скоро. Ой, какая вода чистая. Здесь вот прямо совсем донышко. Смотрите. 3 из 3 чистота. Тут особенно тут мы закроем рукой. Так длина вот. озера 6 Я уже километров, прочитала людям, ширина да. 1,8, средняя глубина 8 метров, а максимальная глубина 25 метров. 25 метров максимальная глубина. А озеро-то вон, оно же Да, даже оно видно. будет Представляете, вытянутое. Вот там вот насколько 6 здесь кило- вот, 6 километров. вот здесь, где светлые части, вот тут буйки, видите, да, за буйки заплывать нельзя. А так оно, конечно. Ну, это как нельзя? Это Так, Василий, нельзя. нельзя, но Это если очень хочется, то можно. не начинается. Ну что, едем дальше. Если что, то здесь есть туалет. Только что была в нем, чисто и пахнет духами. И очень все чисто. Туалетная бумага есть, все. Да. Так что по кустам бегать не нужно. Все везде продумано, все для людей. Молодцы. Как здесь хорошо. А вот здесь луга, цветы, такие вот луговое поле, знаете, луг в смысле поле. И там вот стрекочут кузнечики. Как хорошо. Не могла не прийти, не показать вам. Вот хочу, чтобы вы почувствовали вот это, как вот в поле, знаете. Еще это вот снять футболку. И так вот животом вот все эти метелки. И как здесь стрекочут кузнечики. Я вот в детстве помню, из леса меня вели. Мама с бабушкой. И снимали с меня футболочку, что жарко, босичком. И животом касаться вот этих метелок. Знаете это ощущение? Ветерок, когда ноги после резиновых сапог, после усталости вот этой лесной, с полными бидончиками земляники или черники, и вот этими метелками по животу. Послушайте этот звук. Чувствуете, как сладко пахнет. И тут же тополя, или что это? Тополя, по-моему, да? И озеро. А у кого-то вот здесь дом прямо, чей-то сад, все подстрижено. И вот здесь за этими деревьями, вот тут же одно дерево, и тут же озеро. Представляете себе красоту и чистоту этого воздуха здесь. Ой, как прекрасна наша Эстония. Прекрасно. Маленькая, уютная, красивая, родная. Ну, конечно, мы не могли проехать мимо Бабы-Яги и цен на рыбу. И вот этого места. Это мы уже на обратном пути. Но, честно говоря, меня поразила сегодня не рыба. Сейчас мы вернемся. Меня поразил заяц. Детский фестиваль в Юкева 16 августа с 18 до 0 для всей семьи. Ну, разве он не красавец? Как можно проехать мимо и не остановиться, а? Ночной базар, детский фестиваль 16 августа с 6 до 0. Торма. Так, а сейчас мы с вами цену на рыбу. Пирожки. А я думала, здесь лисички, а здесь
Помидорчики, огурчики. Лук. Цен не вижу. Сейчас посмотрим, что здесь с рыбками. С рыбками. А вот здесь помидоры вот эти очень тоже хорошие. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Опять. Ну, у вас так вкусно, что сделаешь? Котлетки евро 60 из щуки и судака. Евро 80. Помидорчики это вот эти вот свои, да? Опять свои, да. Свои хочу. Пирожки какие, как все вкусно. Невозможно. Так, ну что, здесь лещ 8,50. Так, судак 16 евро килограмм. Сик 16 евро килограмм. Форель 16. 27 евро ряпушка. Так вот, да, что-то не видно. Угорь 20... Нет, угорь 35 евро килограмм. И морской окунь 12. А окунь Чудского озера тоже 12. А я знаете, что хочу? Это там помидорчики такие изумительные. А вот там вот в этих ящичках этот запах. Грех проехать и не взять. Правильные слова. Ну, грех проехать и не купить, но невозможно. Здесь изумительно вкусное, прекрасное обслуживание всегда. Так, вот сик мужу домой один, а здесь помидорчики местные. И парочку, штуки 3-4 огурчика, пожалуйста. Да. Ну, положить 4, да? Да, положите. Подарим вам. О, да вы что, спасибо. Ой, помидорчики, собственно, теплицы. Боже. Подарки. Спасибо. Нам сейчас как раз к шашлычкам. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. Так, такие помидоры. Их можно есть прямо вот так вот с солью. И прям изумительно. И рыбки у вас, и все у вас шикарно. Лучок зеленый. А нет, спасибо, не надо. Так, что еще? Все. 31,95. Да, спасибо, девушки. Спасибо большое. Спасибо. Ой, наши зрительницы такие милые. Подарок нам. Огурчики. Рыбку одну обязательно мужу с собой. Сейчас у нас, конечно, дома мясо этого, но вот ему с собой я посоветовала сик взять. Да, сик. Ай, ну как же тут красиво. Но не могу я проехать здесь и ничего не купить. Ну никак. А баба-яга-то какая. А в ящик, в багажник. Всеми любимое это место. Людей и машин здесь очень много. Вот вы часто пишете, что такие драконовские цены, типа кто будет это покупать, потом это у вас здесь будет, ну, у нас вот, в киоске все лежать. Такие цены. Здесь очень много людей. И кушают прямо тут, сидят, и набирают, и очень. И все раскупают. Вы еще пойдите здесь чего-нибудь достаньте. Не-не. И туалет здесь, и руки помыть все-таки здесь можно. Ну, прекрасное место. Очень все чисто, аккуратно. Обслуживание на высоте. Да, и очень вкусная рыба, конечно. Вот напротив заправки. Вот вы часто спрашиваете, где. Напротив заправки Circle. Поворот на Мустве. Едем, заглядываем во все киоски, что где продают. Но в основном я смотрю это из машины, даже не выходя. Но смотрите, как подстрижено все, как здесь все чистенько, помоечки, столики. Это просто, а я охочусь за этими, за лисичками. Кофе евро, Монстере, чай 50 центов, причем Иван-чай, а не просто. Ах, teillä piirukkat on siinä. Minä mõtlesin, että teillä on kukkeseenet, ei ole kukkeseenet. Лисичек нету? Ага, selge. Здесь пируккаid. Ой, сентega, 50 центов, евро. По евро, по 50 центов. Ой, как здорово. Aitäh, спасибо. Не, лисичек нету. Зато... Ой, вот это вот березки. И как все скошено, а?
Ой. Красиво. Мы с вами еще в одном местечке, Раннапунгерье. Мы здесь были с вами на маяке. Здесь маяк интересный. Смотрите, как оформлены остановки. Все чего-то красиво, не то там реклама, не то что. И здесь тоже вот всякие киоски. Очень красивые, между прочим, оформлено все. Тоже продаются картошечка, огурчики, лучок. Здравствуйте, Тере. Ага. Этих куккесeinät ei ole teil? Ei ole. Я в лесу, лисички, правильно. Да. Что-то мне хотелось мужа накормить тоже так. А что, ребята, здесь? Вот еще что-то. Ну, как, смотрите, как красиво. Цветочки. Так, это что у нас тут? Бизнес хороший, вот, да? Все. Ну да, неплохой. Вот, Всего правильно. А доброго. еще говорят, не берут ничего, что все красиво. Вот эта ряпушка вообще красавица. Ай, красивая. 28 евро. Лисички ищем. Говорят, они в лесу. Обычно, да? Да, обычно, да. Да, очень красивая ряпушка. Ребята хотели, по-моему, леща или какую-то другую рыбу. И уже все кончилось. Говорит, как идет у вас бизнес? Хорошо, говорит она. И так по всему побережью, между прочим. Это на ваш вопрос, вернее, комментарий о том, что все будет лежать, никто эту дорогую рыбу не купит. И все будет там просрочено и прочее. Неправда. Очень берут все. Так, здесь какая-то выставка. Была уже. Нет, еще. Той тут Тэнов будет. Здесь плакаты ознакомительные. И вот это Раннапунгерье река, наверное, да, тут. А здесь киоск. Ну, раз уж я вышла. Фри картошка 4, омлет 7 евро. Селянка 5,50, гамбургер 6, с яйцом 7. Враппы с курицей 7. И такая вот всякая здесь покушать можно. И все в цветочках. Пирожки с корицей по 2 евро. Ой, все в пирожках. 2-3 евро пирожки, всякие сладости, напитки, мороженое. И здесь меню. А здесь колокольчик такой старинный. Ну, здесь такое-то все, как это, фуд такой, стрит-фуд, да? Еда уличная, имею в виду, гамбургеры, все это. Здесь можно посидеть, кстати, поесть. И детский домик, он детская площадка. Дети могут поразвлекаться. Так что торговля идет неплохо. Мы тут заехали узнать по поводу дров. А от нас стекает красавец-кот. Дрова хочется узнать, есть ли и какая цена. Ну, хотелось бы березки только. Честно говоря, вот не знаю, что скажет хозяин. Надо как-то, да, попросить. Спросить, в смысле, купить. 80 евро стоит куб березы. Мы уже на даче. Сейчас будем разбираться. Здрасте. Приехали домой, разложили помидорчики, рыбку. Сейчас муж будет менять какую-то гайку на гидрофоре. Вот, я пойду красить окна дальше. Сейчас покажу им это битое стекло. Надо будет менять стекло, снимать размеры. Ну вот, а я крашу, пойду красить дальше. Он пока там гидрофор. Ну, в общем, дела, знаете, обычная текучка. Все так хочется показать, что красивое. Там шашлыки делаем, куда-то едем. А в промежутке между едой мы работаем. Делаем дела всякие важные. Что-то организовываем, что-то с кем-то переговариваемся, с кем-то встречаемся, что-то планируем. Да, мы не только едим, как может показаться на первый взгляд. Хотя